Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами опять вернемся к теме носимых гаджетов. И герой сегодняшнего обзора – продукт компании 70may, хорошо известный многим по товарам для автомобиля. Это джамп-стартеры, видеорегистраторы, системы подкачки давления в шинах и всякое такое. И вот эта компания решила попробовать себя в, так сказать, новой нише. И забегая вперед, хочу сказать, что эксперимент у них удался. Название70may Sapphire Watch. Модель WT-1004. Интерфейс Bluetooth 5.0 BLE. Экран AMOLED 1,78 дюйма. Разрешение 368 на 448 точек. Датчики сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, датчик внешней освещенности, емкостный датчик. Навигация, GPS и GLONASS. Аккумулятор 320 мАч. Работа с приложениями 70may Health, Amazon Alexa. Размер без ремешка 51 37,3 на 9,8 мм. Приехало устройство в красивой черной коробке, запаянной в пластик. Отличная упаковка защитила ее от повреждений. Выглядит все очень круто и дорого. На задней стороне перечислены базовые технические параметры часов. Единственное, чего тут не хватает, это, конечно, NFC. Заглянем внутрь. Кстати, скажу еще, что картон, из которого сделана коробка, очень плотный. Плюс часы прочно удерживаются в самом центре, что обеспечивает дополнительный уровень защиты. В комплекте, кроме часов, есть еще довольно толстая книжечка с пользовательской инструкцией и зарядная платформа, которую нужно подключать к USB. Оформление инструкции в общей цветовой гамме. Устройство предназначено для глобального рынка, поэтому она мультиязычная. И русский язык тоже присутствует. Правда, особо ничего важного тут нет, я вполне обошелся и без нее. Зарядная платформа магнитная. Перепутать подключение контактов не получится при всем своем желании, не даст магнит. USB-порт, например, от зарядки или удлинителя, должен обеспечивать не менее чем 2,5 Вт мощности. То есть подойдет совершенно любой. Часы на зарядной платформе. Магнитный крепеж сам совместит контакты в нужном положении. Производитель выбрал для своего продукта квадратную форму. Чисто практически это, конечно, более удобный вариант, так как круглый циферблат подходит больше к механическим часам со стрелками. Но существуют и отличные смарт-часы с круглыми экранами. С правой стороны находятся две кнопки. Верхняя – возврата и перехода в меню приложений, а нижняя – настраиваемая для быстрого вызова функций, а между ними отверстие микрофона. Нижняя, прилегающая к руке сторона. Тут мы найдем два контакта для подключения зарядной платформы. Посередине датчик сердечного ритма, а отверстие с правой стороны – это барометр. Ремешок съемный, для этого имеется сдвижной рычажок. Можно подобрать любой другой при желании, ширина его в месте соединения 18 мм. Вот так часы смотрятся на среднестатистической мужской руке. Часы довольно крупные за счет большого экрана, но при этом не кажутся слишком массивными. Подойдут и для девушек с не очень тоненькими ручками, для них имеются модели в белом и розовом цвете. При включении запускается выбор языков, русский тут тоже есть, что не может не радовать. Далее на экране часы показывают QR-код, по которому можно скачать приложение для управления, оно называется 70may Health. По этому коду или просто по поиску находим приложение производителя, нажимаем «Установить», соглашаемся с политикой конфиденциальности и указываем свой регион. Регистрируемся, указав email, на который приходит код безопасности. После того, как вводим этот код, задаем пароль и входим в аккаунт. Указываем свой псевдоним для приложения. Для корректной работы приложения нужно указать свой рост, вес и пол. На основе этого будут производиться расчеты, например, пройденного расстояния. На последнем этапе нужно указать дату рождения, после чего мы попадаем на главный экран. Тут пока пусто. Переходим к подключению часов. Пока в списке доступна только одна модель. Выбираем ее. И ждем, пока запустившийся сканер Bluetooth не найдет часы. Далее необходимо подтвердить сопряжение на экране самого устройства, после этого часы подключаются к смартфону. Первым делом, чтобы приложение могло отправлять уведомления на часы, нужно дать ему доступ к ним. А пока я это делал, прилетело и обновление прошивки. Ставим смартфон и часы рядом и ничего не трогаем, пока все не обновится и часы не подключатся обратно. Устанавливаем личные цели, количество пройденных шагов и интересный параметр, который тут называется «состояние». Достижение этой цели не даст вам подолгу засиживаться на одном месте. Краткий обзор по работе интерфейса часов. Свайпом сверху вниз вызывается меню уведомлений, тут список недавно полученных уведомлений со смартфона.
Сверху вниз меню основных возможностей. Фонарик, активация экрана при поднятии руки, меню управления будильниками. Прямо с часов их можно создавать, редактировать, включать, отключать и удалять. Режим «Не беспокоить», режим всегда активного экрана, настройки. Тут же можно выбрать циферблаты для часов, их немного, но есть и анимированные. Определение режима тренировки. Интенсивность вибрации одинакова в обоих режимах, в улучшенном она вдвое дольше. Смена языка, сброс и перезагрузка. Подробнее обо всем далее в обзоре. Нажатием на верхнюю кнопку переходим в полное меню всех приложений на часах, всего их 21. Подробнее о каждом дальше. Листание вправо-влево вызывает меню часто используемых виджетов, порядок и количество которых можно изменять из приложения. На момент этого тестирования доступно 6 вариантов циферблатов, причем все они могут быть загружены в память часов и меняться без приложения практически мгновенно. Все они смотрятся очень красиво, благо экран позволяет, некоторые с анимацией. Со временем их число будет увеличиваться. Уведомления сопровождаются вибрацией, ее тип можно выбрать в настройках. Звонок можно сбросить или отключить звук. Шрифт уведомлений приятный и достаточно крупный. Некоторые приложения, например Telegram, отображаются со своим значком. Для вызова меню настроек нужно свайпнуть по экрану часов снизу вверх. Тут отображается уровень заряда и 6 опций. Первая – это фонарик, которая включает экран на максимальную яркость в белый цвет. Вторая – это автоматическая активация экрана часов при поднятии руки. Далее идут будильники. Полностью все управление ими доступно с часов, создание, установка времени срабатывания. Повтор однократно или по заданным дням недели. При проверке я установил 10 будильников, после чего мне это надоело. Мне лично всегда хватало и 3. С экрана часов можно включать, выключать и удалять будильники. Второй ряд начинается с режима «Не беспокоить», в нем часы не будут вибрировать при получении уведомлений. Следующий режим всегда активный экран, в котором он не гаснет, но при этом сильно расходуется заряд аккумулятора, и меню настроек часов. Тут находится меню выбора циферблатов для их смены прямо с часов. Настройки яркости экрана. Благодаря встроенному сенсору освещенности она может регулироваться автоматически, либо можно вручную выбрать один из 5 уровней. Управление активностью экрана. Длительность может регулироваться от 5 до 20 секунд. Благодаря тому же датчику освещенности он может автоматически отключаться, если его прикрыть ладонью или одеждой. Далее идет режим, в котором экран часов всегда активен. Хотя я лично его бы не активировал, часы отлично реагируют на поднятие руки, так что пусть аккумулятор живет подольше. Тут тоже есть выбор циферблатов. Есть несколько энергосберегающих циферблатов, где большая часть экрана черная, но возможна установка и некоторых стандартных экранов. Режим активации при поднятии руки имеет и гибкую настройку по времени. Я, например, не снимаю часы на ночь и включение экрана отключаю на это время. На практике это очень удобно, в темноте даже такой маленький экран очень яркий. Аналогично можно оставить на дневное время и напоминание об активности. Есть режим постоянного измерения пульса и уведомления о слишком высоком пульсе, может пригодиться при интенсивных тренировках. Кстати, часы умеют автоматически по пульсу определять режим тренировки. Часы также могут напомнить вам о том, что вы находитесь далеко от телефона и соединение с ним потеряно. Для особо подозрительных есть функция доступа по паролю. Задается 4-значный цифровой пароль.
После этого доступен только основной экран часов. То есть посмотреть время и то, что на нем, можно без дополнительных действий, а вот все меню уже только после ввода пароля. И системные опции по перезагрузке, отключению и сбросу часов. Смена языка и информация об устройстве. Меню виджетов вызывается свайпами в стороны и пролистывается по кругу. Тут собраны самые часто используемые функции. Их порядок и количество может быть настроено через приложение на смартфоне. Тут находится виджет пульсометра с текущим значением и графиком изменения пульса в течение суток. Анализатор качества сна, если вы не снимаете часы на ночь. Показатель энергии. С утра он, конечно, больше, а к концу дня уменьшается в зависимости от вашей физической активности. Прогноз погоды, он, кстати, анимированный, синхронизируется с приложением. График распределения нагрузки в течение дня. Виджет управления музыкой, которая проигрывается на смартфоне, и диаграмма активности за день, шаги, калории и состояние. Сравнение измерения пульса на часах и пульсоксиметром. Показания очень близки и часто полностью идентичны. Просто в моем случае при съемке у меня было не самое удобное для этого положение. Итак, столько мы уже всего посмотрели и только сейчас добрались до полного меню, которое включает в себя уже все возможные опции. Тут 21 пункт, хотя многое мы уже рассмотрели ранее. Начнем с спортивных режимов, всего тут их есть 17. Начиная с самых распространенных типа бега и ходьбы. Кстати, напомню, что часы имеют встроенный GPS, поэтому телефон с собой брать на пробежку не нужно. И таких как плавание в бассейне, в открытом водоеме, триатлон, скакалка и даже йога. Я провел тестирование на беговой дорожке, в этом режиме GPS не работает и часы рассчитывают расстояние по количеству шагов и физических параметров пользователя, которые мы вводили в начале. На дорожке я пробежал 8,5 км в течение часа, еще по 3 минуты быстрой ходьбы было перед и после забега. Часы определили расстояние 8,49. Ну, на мой взгляд, весьма точно. А это фото сделано на ходу с включенным GPS. Тут вроде тоже все точно, я ни к чему придраться не могу. Активацию спортивного режима можно вынести на быстрый запуск нижней кнопкой. Что очень удобно, из спортивного режима доступна опция управления музыкальным плеером. Это оценят все, кто любит заниматься спортом под музыку. Из часов доступны исторические данные по тренировкам. Причем данные очень подробные, их очень много. Начиная с расстояния времени тренировки, количества шагов и потраченных калорий, и продолжая темпом тренировки с графиком. Есть данные по сердечной активности, тоже в виде графика. Время тренировки разбитое на фазе по частоте сердечного ритма, эффекта тренировки, потребление кислорода и даже время, необходимое для восстановления. Информация о суточной активности сделана в виде шестиугольника, а пролистывая вниз, можно получить расширенную информацию по каждому из трех режимов. Суточная информация о пульсе. Данные о сне, они будут доступны только если вы не снимаете часы на ночь. А это меню энергетических затрат с графиком по тенденции и распределению. Меню определения уровня стресса. Тут доступно текущее значение и тенденция, а ниже распределение по уровню стресса и исторические данные за последний месяц. Есть режим дыхания, такой я уже встречал в меню Amazfit Band 5. Смысл в медленных вдохах и выдохах, следуя за подсказками на экране. Это меню подключается к Amazon Alexa, но я ее не использую, поэтому вынужден пропустить. Будильники мы уже подробно рассмотрели. Секундомер. После запуска начинается отсчет времени. Удивительно, правда? Нажимая на нижнюю кнопку, можно фиксировать время отдельных промежутков. Таймер, а тут наоборот, обратный отсчет от заданного интервала. Есть несколько шаблонных значений.
Также можно задать произвольный промежуток. Музыка и погода, про них мы уже тоже поговорили. Барометр. Он измеряет текущее атмосферное давление и, судя по всему, вычисляет по нему высоту над уровнем моря. Также, благодаря геомагнитному сенсору, в часах имеется компас. Меню уведомлений, про него мы тоже поговорили. Опция поиска телефона иногда бывает очень удобной. При ее активации телефон начинает громко и довольно мерзко пищать. Фонарик может выручить, если надо что-то подсветить, например, замочную скважину или выключатель. Меню справка просто QR-код, он содержит в себе ссылку на справочную информацию. Дальше идет уже рассмотренное подробно нами ранее меню настроек часов. Как мы с вами убедились, практически все функции и настройки доступны прямо с часов без телефона. Но еще надо сказать пару слов о приложении. На главном экране содержатся данные по активности за текущий день, но при этом, используя календарь, можно выбрать любой из предыдущих дней для просмотра данных по прошлой активности. Аналогично часам можно посмотреть расширенную информацию по каждому из трех основных параметров: пройденные шаги, калории и стояние. Смешное название, правда? Расширенная информация включает возможность просмотра в разрезе дня, недели, месяца и года по пульсу и уровню стресса. Затраты энергии и информация о качестве сна. По сну, кстати, тут доступно больше информации, чем в часах, если кто-то подробно анализирует такие данные. Меню подключенных устройств. Тут можно увидеть состояние и текущий процент заряда аккумулятора. В меню настроек опций не сильно много, тем более что почти все настраивается с часов. Тут можно выбрать циферблаты и скачать их из сети по мере появления. Новые циферблаты записываются в часы, после чего могут устанавливаться прямо с них. В меню индивидуализации можно настроить порядок опций в меню виджета, в том числе скрыть ненужные, перетянув их в раздел «Скрытые объекты». Здесь же настраивается действие по нажатию на нижнюю кнопку часов. На нее можно выбрать одну из 10 функций, то, что вам нужно чаще всего. Также можно изменить порядок спортивных режимов, например, поставив в начало те, которые вы используете. И оставшиеся 3 пункта – это уведомления, в которых можно выбрать те приложения, данных от которых пересылать на часы, онлайн-руководство пользователя и меню дополнительных настроек. Сюда периодически стоит заглядывать, проверяя обновления прошивки. И, конечно, один из самых важных вопросов – насколько же хватает аккумулятора? Я всегда говорю в обзорах подобных гаджетов. Это очень субъективно и зависит от вашего характера использования гаджета. Например, если вы будете использовать режим «всегда включено», часто использовать фонарик или спортивные режимы с включенным GPS, то, конечно же, надолго вам аккумулятора не хватит. Производитель же заявляет 10 суток непрерывной работы от одного заряда при достаточно активном использовании. Хочу сказать, что перед началом тестирования, после подключения к приложению, я зарядил эти часы до 100%. Тесты длились чуть более 4 суток. За это время часы разрядились до 58%, то есть примерно 10% в сутки. Так что рассчитывать на 10 суток беспрерывной работы от одного заряда при достаточно интенсивном использовании можно смело. Я считаю, что хотя это и первый продукт компании 70may в сегменте умных часов, он получился более чем отличным. Единственное, к чему можно придраться, это отсутствие NFC. И дело тут не в чипе, который стоит несколько центов, а в вопросах лицензирования и соответствия правилам безопасности. Для меня лично этот параметр малозначим, и я считаю, что часы просто отличны и могу смело их рекомендовать к покупке. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.